Докладывайте результаты. Докладываю. Виктор Рыбин, 50 лет. Цитата из жизни семьи Виктора Рыбина. Живет семья, приличная семья. Лошадь, крыса и свинья. А кто ж не бабник? А кто не бабник? Да тот, кто женщины не видел никогда. Если б море было пивом, я б дельфином стал красивым. С пивом мы уже разобрались. Но как давно вы хотите стать дельфином? Это, в общем, была очень такой шаржевая песня, на самом деле, то есть шаржевая. Но у нас же наши россияне, наши вообще вот люди, они, вот, юмор такой. Вот море пива, вот море водки. Правильно спел Витя. Ну и что ж, я буду... Куда мне деваться было тогда? А сам-то он уже от пива отрекся. Да много и ни лет. в каких психиатрических эксцессах не замечен. Ну, а при этом... Главное, дельфином-то быть не хотел. Дельфином у нас Наташа мечтала потрогать дельфинов. Поэтому дельфином я, наверное, хотел бы быть, чтобы Наташа меня трогала все время, почаще. Нежно. Да, и нежно ласково, тогда. И хорошо. Ну что, продолжим. Наша команда медицинских экспертов сегодня ночью пробралась к вам в спальню и записала звуки, которые оттуда доносятся. Мы хотим к Наташе обратиться. Если, Наташенька, вы услышите что-то знакомое, кричите. Внимание, друзья. Уникальная запись. Ну, бывает, бывает. Редко, но бывает. Не, вот так нет. Ильф и Петров, и в «12 стульях», когда Киса Воробьянинов вернулся в Старгород и напился дворника, вот он, когда спал, и Ильф и Петров и так охарактеризовали. Дыхание дворника напоминало журчание унитаза в тихую лунную ночь. Это вот Вот это примерно мы услышали. Витя, мы ко всему относимся серьезно. Ночью бы в чужую квартиру мы не полезли. Но нам важно проникнуть в суть вещей. Продолжайте. Чтобы проникнуть в суть вещей, а именно внутрь вас, мы создали специальный конструктор. Выносите. Конструктор Рыбина Вити, скорее его разберите. Виктор, как вы думаете, где в вашем организме живет храп? Ну, храпят, наверное, головой. Это да. Ей. Я не знаю, где храп поселился. Я лучше кого-нибудь на помощь позову. Давайте. Наташ, зовем вас. Извините. Иду. Да, потому что Наташа терпит, видимо, это все. Что, разбирать? Вася Частям? далековато. Будем Но если разбирать сильно, на то и Вася кусочки. может слышать. Жалко. В вашей Мне целый семье нужен. предлагается найти самое слабое место Виктора Рыбина. Для этого создан специальный конструктор. Найдите то, что можно изъять. Там лежит секретное указание на место, которое требует внимания в зоне 50 лет. Прошу. Так что, Выдвигайте вытаскивай ящики. слабое место. Рот. Давай. Рот. Вносите нам все необходимое. Берите любой аккорд. Самый, который у нас любят в стране. Да. Как видно, звук – это просто вибрация твердых тел. То же самое происходит и когда мы храпим. Смотрите. Там гитарист сидит. Ну, видимо, небольшой какой-то, да. В норме челюсть у нас вот такая, и ничего не мешает прохождению воздуха. Есть только маленький язычок, но настолько маленький, что вот это, воздух, да, вот, что воздух даже его не замечает. Что происходит во время храпа? Держите. И приклеивайте вот так. Не, ну это вы все, это дышать невозможно. Вот когда язычок будет трястись, тогда и будет храп. Трясите. Мы хотели думать. Трясите дальше. Давайте я сделаю.
Лена, давайте. А мы хотели дунуть, чтобы был храп. У нас нет таких сил. Вот этот храп получился. Друзья, почему мы боимся храпа? Почему мы в трубы дудим? Потому что храп связан с остановкой дыхания во сне. Это самое главное. Поэтому, если мужчина храпит после 40, это плохо. Если в 50, его надо обследовать на предмет остановки дыхания во сне. Чем она опасна? Остановкой сердца, нарушением ритма, гипоксией мозга. Поэтому дела серьезные. Тут нам не до смеха. Вы видите, что язычок как бы он свисает сверху. Поэтому храп, в принципе, появляется только тогда, когда человек лежит на спине. И язычок просто закрывает ход воздуха. Поэтому первое, как можно решить проблему храпа, это просто повернуться на бок. Я знаю, как эта проблема у нас решается. Мне кажется, что меня ночью бьют палкой. Я просыпаюсь, она говорит, я вот так тебя трогаю. Конечно. Я хочу напомнить, что у Вити юбилейный год в августе 50-летия. Мы не могли обойтись без подарка. Наш экспертный совет подготовил подарок уникальный. Уникальный. Это последнее достижение науки. Называется Princess on the Pea, что в переводе на русский означает принцесса на горошине. То есть в нем надо спать? В нем надо спать. Какая принцесса, такая горошина. Так. Да. На спину класть, чтобы не мог спать. И кладем горошину в карман. Теперь... Попробовать лечь, что ли, сейчас? Попробуй засни, скажем Ведь так. это американская разработка, так что точно поможет. Долго разрабатывали. Ну теперь на спине спать невозможно. Смех смехом, но это действительно лечение позиционного храпа. Все это серьезно. Витя, и, собственно говоря, мы вас звали-то чего? В нашей программе теперь есть официальная миссия. Это миссия официального обнародования состояния здоровья звезд. Итак, приступаем. Впервые в истории России официальный бюллетень состояния здоровья Виктора Рыбина. Холестерин 4,3 в норме. Сахар крови 3,5 абсолютная норма. Давление 120 на 78 тоже норма. Есть небольшое но. Лена сейчас скажет, но это не ваши анализы, а Наташины. Небольшое но. Так как Виктору уже больше, чем 45 лет, вы вступаете в группу риска. Поэтому надо регулярно обследоваться и контролировать то, что пока что в норме. Спасибо. Скажите мне, а кто у вас в семье готовит, Наташа? Жена или муж? Ну, бывает я, конечно. Не, она так говорит, бывает я, как будто все остальное время я готовлю. Нет, Ну, нет. просто догадываюсь. У нас бывает не готовит никто, но бывает Так она. готовлю я. Вот так вот. А все остальное время мы сидим и думаем, чем бы ребенка накормить. То есть ребенок живет впроголодь, друзья. Ну, ест, а мы почему? люди добрые. Мы, когда к нам утренние гости приходят, всегда их кормим, потому что кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Завтрак со здоровьем.